Давайте в этом уроке добавим картинку 404 страницы. Что ж, для начала нам нужно эту картинку найти. Опять же, нужно искать бесплатную, разрешенную к коммерческому использованию. Я вот знаю, что есть такой сайт, и здесь можно такую картинку найти. Ссылка в описании к уроку. Но опять же, я надеюсь, что для вас все картинки вам нарисует дизайнер. Так, вот берем эту картинку. Нам бы ее скачать. Ну вот давайте в этом уроке поработаем с картинками в формате PNG, JPEG и так далее. Скачиваем в формате PNG. Вот она скачалась на 111 килобайт. Вам нужно стараться следить, чтобы у вас картинки много не весили. И чаще всего, откуда бы ни взяли вы картинку, она весит относительно много. Чтобы она начала весить относительно меньше, используйте чудесный сайт TinyPNG. Использую его с детства, он очень крутой. Давайте загрузим в него нашу картинку. И посмотрим, как он ее обожмет. Он ее обжал аж на 73%. И она вообще не потеряла в качестве. Скачиваем ее. Так. Переходим в папку. Забираем нашу иконку. И идем в папку теперь в следующую. У нас в проекте есть еще, кроме паблик, где у нас лежит просто сырые файлы, никакой обработки не подвергающиеся. У нас еще есть в SRC папка Assets. Там создаем папку Images. В этой папке Images есть какой-то старый файл от White остался. Он нам не нужен, мы его удаляем. Заходим в Images, кладем нашу картинку и называем ее, просто 404.png. Теперь давайте научимся ее использовать внутри нашего кода. Что ж, для этого я предлагаю на страничке NotFoundPage сделать так, чтобы наш компонент ErrorPageComponent мог принимать в себя children опционального и выводить его под нашим алертом. Напоминаю, у нас страничка 404 выглядит сейчас вот так. А я хочу, чтобы здесь еще можно было вставить любой дополнительный контент, в частности, картинку. Так, давайте здесь прокинем children. Children. И children у нас, да, возможный React Node. Так, теперь давайте здесь поправим ErrorPageComponent. И сюда выведем нашу картинку. Так, img. И надо прописать ей путь. Как узнать путь? Если мы положили просто в папку public, то мы бы могли здесь написать какую-то строку и здесь передать эту картинку. Вот. Есть альтернативный вариант, если мы положили картинку в папку src assets. Делаем следующее. Import. Пишем произвольное название, как нам хочется. Назовем ее image404 from. И дальше нам нужно добраться до наших ассетсов. Assets images404.png. И вот здесь у нас теперь лежит путь к этой картинке. Вставляем картинку. На что ругаются? Children. Я там опечатался. Children. Угу. Хорошо. Теперь не ругается. Но просят к этой картинке нам что-то добавить. Требуется alt-атрибут. Хорошо. Добавляем alt-атрибут. Пустым. Этот alt нужен для слабовидящих, или у тех, у которых картинки не работают, вот, чтобы они могли прочитать ее описание. Эта картинка никакой семантической нагрузки не несет, поэтому нечего на нее и внимание обращать, если она не отображается. Ладно. Вставили картинку, она вставилась, но она вот теперь такого оригинального размера. Да, а мы бы хотели, чтобы она была, скажем так, максимум во всю ширину, а если вдруг ее ширина больше, то она бы у нас сама по себе сужалась. Хорошо. Так, давайте сначала изучим эту картинку. Во-первых, посмотрим на ее SRC. Видите, он добавил вот такой путь. И когда мы будем билдить наше white-приложение, этот путь будет заменен на тот, в который он эту картинку сгенерирует и положит. Вот, то есть white теперь отвечает за то, какой у нее путь, нам париться не надо. Нам главное ее нормально здесь импортнуть. Хорошо. И также, что важно, ладно, мы сейчас билдим и посмотрим, куда какие картинки попадают. Ладно, пока что давайте сделаем ее responsive.
Так, мы видим эту картинку, она в оригинале 1600 на 1200. Вот. Мы ее подготовим к тому, чтобы она хорошо отображалась на Retina дисплеях, где пиксель за 2 идет. Хорошо. То есть нам нужна ширина, еще раз, какая была? 1600-1200. Значит, width делаем в 2 раза меньше. 1600-1200. И высоту в 2 раза меньше. 600. Так, задали ее дефолтные пропорции. Она у нас теперь такая, и где-то еще терпима, а где-то она уже вылезает. Соответственно, нам нужно ей задать какие-то правильные стили. Так, делаем class name css.image. Так, css. Import css. Создаем файл index.module.css. Угу. И добавляем следующий код. Так, говорим картинке, то, что у нее максимальная ширина, это 100%, а высота должна устанавливаться автоматически. Что это нам дало? На больших разрешениях экрана она у нас оригинального размера. Если вдруг она встречается с экраном, уменьшаться, поджиматься. Отлично, картинку мы вставили. Теперь давайте сбилдим наш проект и посмотрим, куда какие картинки попадут. Для этого вызовем команду из нашего package.json на фронтенде. Так, package.json у нас есть команда build. pnpm v build. Так, глядим. Отлично, сбилдилась. Зайдем, посмотрим в папочку dist. Вот она, наша результирующаяся. Assets. И вот здесь мы видим нашу картинку, у которой есть какой-то забавный суффикс. Вот он нужен для того, чтобы если мы эту картинку на другую заменим, она в браузере не была захэшированная, и при билде он это окончание подменит. Вот так сюда попадают наши картинки. А как вы можете заметить, то, что у нас лежало в папке public, просто было скопировано напрямую в папку dist. Соответственно, как бы условно в корень нашего сайта. Отлично. Картинки таким способом добавлять научились. Можем двигаться дальше. Всем спасибо, до скорого.